Друзья, всем огромнейший привет, как говорится. Снова мы с вами в Энтропии. Мы снова на планете Next Island. И сегодня я вам покажу прохождение миссии Daily Popo Content. Это Дейлик, где надо будет убивать 40 маленьких обезьянок. Соответственно, это примерно матуры. И до матуры. И 40 больших обезьянок. Это, ну, уже после Олда. Значит, миссия берется у данного персонажа картограф, который находится возле локации Crystal Peak Teleport. Значит, миссию я уже снял, называется Daily Popo Content. И далее мы сейчас побежим к телепорту и, собственно, покажу вам, куда надо перемещаться. Миссия как бы достаточно затратная уже для новичка, но я замеры делаю по программе. Также покажу вам лут потом в конце, сколько у меня доходов, сколько затрат, соответственно, какой убыток либо прибыль. Почему либо говорю, потому что всегда может быть все дело, ну, по-разному происходить. Когда как повезет, у каждого персонажа может быть в определенный там промежуток, в разный промежуток времени разная отдача. Собственно, поэтому я вам буду, исходя из факта, показывать. И вот, как-то поэтому оценивайте. Не значит, что если я сегодня с плюсом сыграл, то вы завтра тоже с плюсом все это дело пройдете. Нет, такого не будет. Значит, телепорт, где мы будем бить обезьянок, называется Neofit Village. Собственно, сюда мы как бы и летим. У нас, видите, даже показывается, в принципе, что туда надо лететь. Но есть разные места, где их можно бить. Я вот определенно там свое место выбираю. И, соответственно, бью. Вот мы появились возле какой-то базы. И, в принципе, смотрите, телепорт показывает, надо сюда бежать их бить, да? А я бегу вот сюда, наоборот. Бить, значит, мы будем из пушки Оспун. Оспунчон S1X1. Плюс А101 в нем стоит. И 4 энхансера ставлю. Замерять буду программой, поэтому все замеры будут точны. Давайте сейчас покажу, как пару мобов я убью. Конечно, из Букина раньше мне было здесь проще их стрелять, потому что, ну, винтовка, она у нее дальность все-таки больше, чем у этой пушки. И, соответственно, удобнее. Но эта пушка стреляет быстрее, соответственно, быстрее мобов убиваем. Но, с другой стороны, за счет дальности Букин, конечно, в этом плане выигрывает. Но тут, видите, у меня энхансеры ставлены 4, поэтому будем замерять. Также посмотрим в конце, что там нам дадут за это дело по миссии, да, и с учетом ТТшкой все это дело оценим. Плюс, конечно же, смотрим, есть ли где-то маркап или нет. Ну вот видите, вот сейчас Олда я убью, это что у нас будет, Смоллер или Биггер, чтобы понять. Это Смоллер. То есть получается, что Биггер это, видимо, от Олда и выше, да, ну... Надо сейчас нам найти побольше кого-нибудь. Вот Олды и вот провайдер. Соответственно, давайте сейчас Олда убьем. И потом провайдера и посмотрим. Ух ты, блин, я упал. А тут как раз Гвардиан есть. Броньку мы пробивают иногда. Миник получили, да? Так, ну давайте вот Гвардиана убиваем. И что мы из этого получим? Да, получили один биггер и провайдер, я думаю, тоже биггер будет. То есть от провайдера начинаются биггеры. Видите, пушечка как критует, это все-таки 4 энхансера, они сказываются. Да, провайдер это тоже биггеры. И единственное, знаете, на этой полянке что плохо, то что здесь надо бегать. Но в следующий раз, в следующее прохождение, давайте другую полянку я попробую найти. Где более удобно, так сказать, будет их стрелять из этой пушки. Мобы достаточно сильно бьют, поэтому кто без брони, им надо будет передыхать, либо вот типа Атласа использовать. Атлас, если починенный, то они в принципе практически не пробивают. Значит, там у меня А101 закончился, я его не починил. Я предлагаю, давайте все-таки сбегаем, посмотрим по этой миссии, что нам предлагают. Прямо вот по этой отметке. Есть ли они там или нет? Может, там реально локация будет удобнее, это будет круто. Погнали, слетаем, посмотрим, потому что не всегда в энтропии вот эти вот все указатели соответствуют тому, что есть в реальности. И это мы должны учитывать, несмотря ни на что. Но мы проверим. И посмотрим. Вот собственно, где-то здесь показывается, да? Да. Давайте, поглядим.
Ну, что-то как-то... Нет, она дальше показывается по радару. Летчик из меня, конечно, тот, да, сами видите. Вырезаю из деревьев, тут сношу. Ну тут видите, тут как бы зона такая. То есть будут появляться грейпапу. То есть тут, конечно, их можно настрелять, но смысла нету. То есть тут янги будут, потом матуры, потом олды появляться. И, соответственно, да, здесь можно стрелять, но, понимаете, вы маленьких настреляете очень быстро, а больших ждать, это вы уже перестреляете еще лишку. Поэтому нет смысла, и все-таки я предполагаю, что лучше вот на этой полянке пострелять и посмотреть, что из этого получится. Единственное, в моих замерах лучше бы не было голубов. Вот это да, потому что тогда будут замеры не совсем явные. Но вроде как мне тут недавно в локах 175 упал, и меня эта тема разрядила. Поэтому баланс у меня более-менее сейчас уравновешенный. Должно как-то быть все попроще. Поэтому, надеюсь, глобов не будет. То получится по проценты замеров очень большие. Чего, конечно же, очень не хотелось бы. Ладно, стреляем мобов. Дострелим того, кого не дострелял. Липушка у меня сломалась. Ну и дальше, ребят, встретимся уже там, на выходе по замерам. Так что, погнали. Итак, значит, что у меня получилось? Судя по программе. У меня получилось 19,16 расходов. Доходы 15,27. Это с учетом награды, получается. Сейчас проверим. Нет, это без учета. Да, это с учетом программ. Нет, без учета. Программа 2.2 педа не учла. То есть вот так вот получится. Ну и соответственно, как мы все видим, имеем мы здесь минус. Минус 1,69 педа. Как бы не очень радужная новость, да? При этом что мы можем продать? Бустамид Кристалл. Можем продать. Угу, 120%. Продается отлично. Эти руки мы уже смотрели в предыдущем видео. Вот этот не продается кристалл. Рюзит. Зубы можем по 103% продать. Хвостики нет. Эудуит кристалл. Тоже, в принципе, не можем. Рудонит кристалл. Кстати, раньше продавался, сейчас не продается. Ну и сердца. Сердца можно, да, продать. Если продадутся по 130%. Но я так думаю, что это не окупится. Это не окупится. В общем, можно и не стараться, как говорится, ребят. Смысла нет. Но я вам еще раз говорю, что это только сегодня так повезло. Или не повезло, да, завтра может другая ситуация совсем быть. Я говорю, что в будущем я еще по всем деликам отдельно. Как бы их вместе так возьму, пробегусь и посмотрим, какие будут. Какая будет отдача. На этом все, ребята. Спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Я на Трова стримлю. Ссылочка есть на ютубе. Всем удачи, пока.